Всем привет, друзья! С вами Реальный басист, и сегодня у нас на обзоре бас-гитара Sire Marcus Miller M2 второе поколение. Я думаю, что многие из вас слышали про эту компанию Sire, которая делает относительно недорогие, весьма бюджетные инструменты в коллаборации с Маркусом Миллером или под брендом Маркуса Миллера. У них есть достаточно много моделей, которые выглядят и более традиционно, прям как Fender Jazz Bass. Этот инструмент очень такой модерново выглядящий, корпус сделан у него из махагона, гриф твердый клен, накладка палисандр, 24 лада. И в целом хочу сказать сразу, что невероятно удобный гриф, удобное расстояние, все прям по образу и подобию джаз-баса. Что касается корпуса, здесь вот такая симпатичная окантовочка. Инструмент, естественно, активный. Ну и давайте перейдем сейчас к электронике. Здесь, конечно, все так достаточно наворочено. Два звукоснимателя хамбакера, который называется Marcus Blue Humbucker Set. И вот, кстати, обратите внимание, что покрытие очень интересное такое, типа soft-touch пластик или какое-то прорезиненное напыление. То есть на ощупь он такой мягкий довольно-таки. Не знаю, как это называется, но выглядит и ощущается очень прикольно. Теперь, естественно, здесь у нас активный преамп. Что касается вот этих вот крутилок. Рычажок актив-пассив. Дальше у нас трехполосный эквалайзер, низкие, высокие и средние частоты. Здесь причем у нас под такой двойной. Верхний он у нас усиливает либо вырезает средние частоты, а нижним колесом мы, собственно, выбираем ту частоту, которую мы вырезаем или усиливаем. То есть это параметрическая середина. Дальше у нас баланс датчиков. И еще один двойной под, очень такой тоже интересный. Это общая ручка громкости с ручкой тона. Вот это нижнее колесо, это ручка тона, которая работает как в пассивном, так и в активном режиме. И вот давайте сейчас как раз мы ее и послушаем. Вот сейчас у нас тон на максимум, громкость на максимум, эквалайзер весь в нуле. Убираем тон. Я бы даже не сказал, что это работает как тон. По звуку это как некий такой фильтр, который немножечко какого-то добавляет, как будто резонанса. Но звук весьма интересный. Особенно если включить, например, бриджевый датчик, то, собственно, вот этот звук бриджевый становится такой еще более гнусавый, еще более серединистый. И, это дает дополнительную возможность для манипуляции тембра звука. Ну а теперь я все вернул в исходное положение, тон открыл на максимум, эквалайзер у меня в нуле. И давайте послушаем звучание этой бас-гитары на различных звукоснимателях. Начнем, естественно, с некового датчика.
Также хочется отметить несколько интересных фишек этого инструмента. В первую очередь это то, что здесь струны можно пропускать сквозь корпус, что, как известно, дает дополнительный сустейн и насыщает звук обертонами. То есть инструмент лучше резонирует. Также у нас вот здесь отсек для батареечки. Гриф крепится на 4 болтах. 24 лада, причем вырез здесь весьма удобный. Доступ к 24-му ладу очень удобный, в отличие от многих инструментов. Ну и в целом, на самом деле, инструмент, должен сказать, очень порадовал. Порадовал удобством, легкостью игры на нем. Весьма качественным звуком, то есть, ну, он, конечно, не звучит, по моему мнению, прям настолько же круто, насколько там оригинальный Маркус Миллеровский бас, но у него есть вот это вот миллеровское характерное такое зерно, особенно при игре с лэпом. Ну и плюс ко всему активный эквалайзер с кучей различных вот таких вот органов управления, трехполосный эквалайзер с параметрической серединой, вот эта вот ручка тона такая хитрая, которую больше нигде не встречал. Это, ну, достаточно клевая тема, потому что можно нурлить огромное количество самых разных тембров для, ну, самых разных жанров музыки. Поэтому я должен сказать, что, естественно, этот инструмент я бы, наверное, назвал все-таки весьма универсальным инструментом, который подойдет для многих и многих музыкантов и жанров музыки. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Можешь сказать, что на всякий случай, что есть еще с кленовой накладкой. Вот а это с какой? Палисандр. А ты мне не сказал материал это вообще? Ну мало ли. Потом, давай скажу. Махагонь. Корпус. Корпус. Канадский твердый клен гриф. Палисандр. Накладка палисандр, да. В принципе, все.